Привет, друзья! С вами Лада, и мы уже официально готовимся к Новому году. А Новый год – это новые идеи. В этом видео я представлю вам идеи новых елочных игрушек и очень надеюсь, что они вам понравятся. Игрушек получилось довольно много, поэтому я их разделила на два видео. Это первая часть плетения елочных игрушек. Скоро выйдет вторая часть, не пропустите. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Тогда вы будете в курсе выхода новых видео. И начинаем плести звездочку. Первый вариант. Для звездочки я взяла две трубочки и очень аккуратно нарастила их друг с другом. Сейчас по линейке я отмеряю 7 сантиметров и делаю вот такой надлом. Таких надломов будет 5. А сейчас из этой трубочки по этим надломам я складываю форму звездочки, так как на видео. Чтобы конец у нас не разошелся, фиксирую все прищепкой, но ничего не клею. В будущем этот кончик я подрежу, но это будет попозже. У нас получился такой скелетик звездочки. Тот конец трубочки, который у нас длинный оказался, я немного разминаю, чтобы он был мягкий, податливый, и вывожу его наверх. Этот конец у нас превращается в рабочую трубочку, и сейчас я и начинаю плести витки на внутренних углах звездочки. Каждый раз рабочая трубочка всегда возвращается в центр и выводится наверх. И обратите внимание, что внутренние эти углы оплетаются не друг за дружкой, а через один. На самом деле здесь рабочая трубочка укладывается сама так, как нужно. Ну и последний этап плетения звездочки. Здесь у нас опять выведена рабочая трубочка наверх, в серединку. И я ей начинаю плести вторые витки на внутренних углах, так как на видео. Также эта рабочая трубочка укладывается не на каждый виток друг за дружкой, а через один. Здесь нужно обязательно следить за серединкой, куда выводится рабочая трубочка наверх. Эта серединка здесь может теряться, потому что здесь не очень большое расстояние между витками и между трубочками получается. Поэтому внимательно следите за серединой, следите за тем, куда вы выводите рабочую трубочку наверх, и все получится. По сути, звездочка готова. Сейчас с обратной стороны я прячу рабочую трубочку под следующий виток, и она даже сама туда укладывается, и обрезаю тот конец, который у нас в самом начале появился. Теперь покажу второй вариант плетения звездочки. Он очень похож на первых этапах, то есть сначала мы с вами сформировали скелет звездочки и затем оплели внутренние углы. И на этом этапе мы с вами меняем направление плетения рабочей трубочкой. Теперь мы не плетем вторые витки по внутренним углам, а плетем уже новые витки посередине каждой вершинки внутри. Ну и, конечно, опять же следим за серединкой, куда мы выводим рабочую трубочку наверх. Если что, можно помочь ножницами расширить эту серединку, чтобы рабочая трубочка хорошо продевалась. И заканчиваем плетение звездочки. С обратной стороны мы также прячем рабочую трубочку, обрезаем все концы торчащие, звездочка у нас готова. И еще покажу другой вариант плетения звездочки. Итак, здесь у меня сделаны два этапа, то есть каркас звездочки и оплетание внутренних углов звездочки. И сейчас я приступаю к следующему последнему этапу. И рабочей трубочкой я начинаю оплетать внешние углы верхушки этой звездочки. Каждый раз рабочая трубочка делает виток на вершинке, вовнутрь и возвращается в центр наружу.
И как обычно в конце работы, когда верхушки уже оплетены, рабочая трубочка с изнаночной стороны очень хорошо поправляется и прячется за соседний виток. Там все обрезается лишнее торчащее и звездочка готова. И показываю другой вариант, последний вариант плетения звездочки. Здесь у меня готов каркас звездочки и сделаны витки по внутренним углам звездочки. Теперь я рабочей трубочкой продолжаю делать витки, и делаю я их по кругу, ничего не пропуская. То есть сначала я делаю виток на внутреннем угле звездочки, затем на той стороне, которая находится посередине вершины, делаю 2 витка, трубочку постоянно продеваю внутрь, в середину наверх и делаю следующие витки по кругу. Когда звездочка готова, я с изнаночной стороны убираю рабочую трубочку под соседний виток и все лишнее обрезаю. Звездочка готова. На самом деле таких вариаций звездочек можно придумать огромное количество, так что фантазируйте, не бойтесь и творите. Следующая игрушка на очереди – снежинка. Начинаем ее плести. Берем трубочку, очень хорошо разминаем ее в руках, чтобы она была мягкой, податливой, и из нее делаем вот такой кружок. Чтобы этот круг не расплелся, можно зафиксировать его малярным скотчем. И сейчас начинаем плести лучики снежинки. Я беру другую трубочку, очень хорошо ее также разминаю в руках, чтобы она была мягкой, податливой, и одним концом закрепляю ее вот в это колечко внутрь. Ну и длинный конец трубочки у меня превращается в рабочую трубочку. Именно им я продолжаю плетение дальше. Отступая от этого кольца где-то сантиметра на 2,5 на 3, я начинаю закручивать рабочую трубочку вот таким образом, как на видео. И далее вывожу рабочую трубочку с внутренней стороны колечка и делаю следующий виток вокруг самого колечка. После этого делаю виток рабочей трубочкой еще, но не полностью, вывожу ее на внешнюю сторону и завиваю следующий лучик. И все повторяется заново. Вообще эти лучики, эта снежинка плетется очень легко. Главное здесь иметь мягкие податливые трубочки, чтобы они не заламывались у нас при плетении. Именно для таких елочных игрушек трубочки у меня здесь немного другие, менее плотные, чем мои обычные. Здесь эти трубочки я крутила на спицу 1,5 мм и брала полоску 6,5 см. Такими трубочками очень легко и очень приятно делать витки, которых, конечно же, в этом изделии очень много. По такому же принципу мы с вами продолжаем плести эти лучики и снежинку дальше. Получается у нас один виток, один лучик, один виток, один лучик. Тот конец трубочки, который у нас торчит, который мы с вами подставляли в самом начале, его можно убрать в само плетение, в само колечко, либо сразу же при плетении первых витков и первых лучиков, повернув его вправо, либо влево уже в самом конце. Ну вот, снежинка почти готова. Делаю последние витки, немного подтягиваю снежинку, чтобы все витки влезли. Вот эту рабочую трубочку я вставляю в основание самого лучика, немного расширяя это место ножницами, чтобы трубочка легко туда влезла. И с изнаночной стороны я трубочку эту прячу под соседний виток, обрезаю, снежинка готова. А теперь покажу, как сплести вот такого милого ангелочка. Я беру 2 трубочки, складываю их таким образом, как на видео, и беру следующую трубочку и подставляю ее также
посерединке вот этих двух сложенных трубочек, как на видео. Беру следующую трубочку, кладу ее с нижней части этой конструкции и наверху делаю вот такой перекрест. Конец верхней рабочей трубочки я завожу внутрь, назад и укладываю вниз. Теперь из двух концов этих трубочек я формирую вот такие крылышки. Размер крылышек может быть любой по вашему желанию. И теперь всю эту конструкцию я закрепляю другой трубочкой. Вот таким образом продеваю ее сквозь крылышки внутрь и на другой стороне этой трубочкой завязываю узелок. Торчащие эти концы подрезаю. Также подрезаю концы трубочек, которые под крылышками располагаются. И ножницами срезаю, вырезаю форму платьица ангелочка. И ангелочек готов. Согласитесь, его очень легко сделать из наших газетных трубочек. Единственное, что трубочки не должны быть сильно плотные, иначе последний узелок будет достаточно сложно сделать. Вот такие елочные игрушечки у нас получились. Я очень надеюсь, что эти идеи вам понравятся и пригодятся. Кстати, елочные игрушки в красном цвете и с патиной смотрятся довольно эффектно, на мой взгляд, как вы думаете? Ну и, конечно, несравненный плюс этих елочных игрушек в том, что они не разобьются, даже если кот прыгнет на елку и все уронит. Кстати, такой набор елочных игрушек станет отличным подарком на Новый год друзьям и близким. А еще все эти игрушки двусторонние, и не нужно переживать, что изнаночная сторона будет некрасиво смотреться. Как раз в этих видео я и показываю, как же убрать трубочку так с изнаночной стороны, чтобы ее было совсем не видно. Обязательно напишите в комментариях, какая елочка у вас будет на этот Новый год, и какие елочные игрушки вы будете на нее вешать. Будете ли вы их плести своими руками? Мне будет очень интересно почитать. Легкого плетения вам вдохновения, друзья. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!